Всем привет, друзья! Рад вас на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, а значит пришло время для еженедельного обзора. Как раз таки у нас сегодня биткоин уже сходил на 52 тысячи долларов, да, куда же пойдет дальше? Давайте смотреть. Сейчас он торгуется на уровне 51 500, стоим у сопротивления, сопротивление у нас идет прям уже от 11 тысяч, тут у нас было касание, тут у нас был ретест, да, данного сопротивления, но сейчас как раз таки мы сходили снова на 50 тысяч туда же, да, и опять-таки ударились об это сопротивление, уже по сути третье касание, да, в районе 52 тысяч долларов. При его пробое, конечно же, это сопротивление станет поддержкой, то есть мы уже пойдем выше, да, это где-то вот в районе, наверное, 55. Но опять-таки есть у нас вот эта зона сопротивления, да, это где-то вот в районе 53-500 долларов. По биткоину у нас как раз таки тут у нас был вымпел, пробили его и пошли сюда. Что же касается остального рынка, эфириум. Эфир у нас довольно хорошо себя чувствует, да, у нас был треугольник с плоским верхом, пробили его наверх, не ожидал на самом деле такого сильного рывка, да, думал будет ложный, да, и будет с дивером, наверное, откат вниз, но откат не дали, пошли дальше вверх. Что же ждать сейчас, да, то есть на часовике у нас в прошлый раз был такой вот вымпел, да, его мы пробили как раз таки наверх. Сейчас у нас тоже идет такая зона проторговки, которая, в принципе, если смотреть по тренду, да, по тренду должна пробиваться наверх. Но какая по итогу здесь фигура сформируется, да, нужно будет по ней торговать. К примеру, вот у нас был тут гип, да, который, в принципе, себя отработал, но, опять-таки, заново обратно откупили. Последний часовик у нас вообще закрылся доджиком, то есть, по сути, смотрим мы сейчас больше наверх. То есть, если при пробое, да, давайте начертим линию сопротивления, при пробое зоны 39.65, да, то у нас ждет, наверное, поход где-то на обновление хая. То есть это где-то в районе, ну, где-то в районе 2%. Но сейчас текущих, если ставить стоп, да, то я бы, наверное, поставил где-то вот в район за данную поддержку, да, это вот краски залой 3860. Ну, понимаете, стоп у нас довольно-таки далековат, при том, что тейк мы забрать, ну, 1 к 3 у нас не получается. Либо же ловить уже ближе к поддержке, да, попытка лонга с коротким стопом, либо уже на пробое брать уже, соответственно, лонг. Что касается остальных монет, многие у нас монеты сейчас стоят на месте, да, консолидируются после своих таких вот хороших фаз роста. Давайте посмотрим BNB. BNB у нас забивается в таком вот формации, похож как бы на двойную вершину, да, но тем не менее при пробое, да, это можно считать как раз таки зоной сопротивления. Тут у нас еще и уровень 0.618. Если мы переключимся на дневку, мы как раз таки увидим то, что здесь у нас была поход как раз 0.382, отскок к ней и сразу поход к 618. А также мы сходили на уровень 0.5, да, и сейчас как раз таки отскакиваем именно от него. Если брать где-то long setup, да, то я бы, наверное, все-таки посмотрел при пробое наверх, да, выше 510 долларов, да, когда мы все-таки закрепимся выше 618 фиба, нежели на нижней границе, потому что все-таки могут пробить, да, и сходить где-то вот в районе, наверное, 450, ну, вот где-то на уровень 0.5. Все-таки больше это пока похоже на двойную вершину. Что касается ADA, она у нас подошла как раз таки к локальной поддержке, пытается пробить ее. Давайте посмотрим более маленький ТФ, да, ну вот здесь как раз таки у нас была звезда, да, и потом падение вниз, похож даже на самом деле на PPR. 4 часа, ну как раз на 4 часах, да, у нас образуется формация голова и плечи, то есть если посмотреть, то у нас есть как бы гип. Шортить аду сейчас стоит или нет, да, ну смотря какой стоп, то есть, ну стоп в районе 5%, куда он может упасть, ну в принципе где-то, наверное, на уровень 2,5, при том то, что фундаментал у ады сильный, да, то, что могут ее в любой момент откупить, это, конечно, немного настораживает. Если, конечно же, не будет слив там биткоина в районе 50 тысяч, да, тогда, конечно же, можно взять шорт, да, это, наверное, при пробое как раз таки 4-часового облака и шумок где-то ниже 2.78, наверное. Но, тем не менее, как раз таки последние 4 часа у нас опять-таки закрылись звездой, да, могут опять-таки откупить, потому что все это дело мы можем переформировать флаг и, естественно, увести обратно вверх, да, с обновлением хаев. На растущем тренде шортить как бы не очень-то и хочется. Вот. Так что советовать не буду. Ripple у нас пробил свое сопротивление, ретестнул его, и сейчас, как раз, кстати, из десятки, да, он как раз показывает наибольший рост. Кстати, в этот список, друзья, теперь у нас влетает такая
криптовалюту, как Sol, да, она не могу не добавить ее, потому что она показала просто колоссальный рост. Как раз в конце давайте разберем ее. Я думаю, многим она интересна. Доги. Доги у нас пробил падающий клин, да, но не показал такого уж сильного какой-то роста, да, видимо, все-таки не пампит его Илон Маск, и как раз таки тут у нас образовался теперь восходящий клин, который, если смотреть по тренду, должен по сути отработать вниз. Доги тоже пока покупать не хочется. DOT у нас торгуется в своем восходящем канале, то есть интересно идем, да, как раз таки пробивали вниз. Я как раз ожидал, что мы пробьем здесь и отскочим, но мы сходили чуть ниже, но и тем не менее отскакиваем вверх, то есть уровень 0.5, коррекция, да, мы преодолели, то есть для этого трамплина у нас послужил как раз таки уровень 0.382. EOS потихоньку начинает набирать обороты, то есть мы пробили уровень 5.5, да, то есть пробили его и направляемся наверх, но опять-таки стоим вот около этого сопротивления. Если брать лонг, да, я бы, наверное, посмотрел, какой сетап там будет образовываться на часовике, да, на других таймфреймах, пока идет проторговочка, то есть пока даже немножко похоже на гип, да, но тем не менее охота все-таки подождать, либо же подождать ее около вот как раз-таки локальной поддержки. Это вот сейчас район, где-то в районе вот 5.8. 5.8, где-то там посмотреть, если будет как раз-таки лонг сетап по EOS, либо уже при пробое наверх, да, тоже опять-таки при сетапе. Здесь была просто, к примеру, проторговка, да, которую мы как раз-таки пробили наверх, то есть просто у нас была проторговочка, которая, ну, не скажешь, что это был какой-то флаг, это больше была проторговка, которая в итоге пробилась наверх. То есть, если смотреть так, да, эту проторговку, то опять-таки покупать в районе зоны, да, и стоп, соответственно, за поддержку. 1 инч. Давайте все-таки брать более большой ТФ. На дневке у нас опять-таки тоже 1 инч подошел к своему сопротивлению, то есть к верхам, да, вверх мы не смогли обновить, то есть уровень 4 баксов у нас стоит также, ну, то есть 4.1, да, то есть 4.1 у нас стоит недостижимым, да, то есть мы все еще не можем пробить. Если опять-таки мы пробьем, да, и закрепимся выше, то тут уже горизонт открывается довольно-таки интересно, потому что, вот видите, мы опять-таки стоим на 382, то, конечно же, мы пойдем сразу на 0.5. То есть текучка это в районе где-то 25%. Такая, какая палка была здесь, да, вниз, такая же отрисуется и по факту зеркальным отражением. То есть я ожидаю, если мы пробьем все-таки 4 бакса, да, закрепимся выше, все-таки, наверное, будет поход дальше вверх. Давайте продублируем эту линию и посмотрим зону сопротивления. Ну вот как раз зона сопротивления, она как раз 4.1. 4.1 пробиваем, и то, что я рисовал тогда на доте, да, я нарисую и здесь. То есть это будет где-то примерно плюс-минус такое движение, довольно-таки, кстати, неплохое. Ну и давайте подошли к солу, да. Сол я рисовал здесь, ожидал цели давно еще, да, то есть где-то в августе. Я не ожидал, что она, конечно, настолько сильно полетит, но это вот как раз-таки был уровень 80. Давайте удалим все и будем смотреть уже изначально. То есть если посмотреть глобально, да, то есть у нас поддержка идет где-то вот с этих районов. Ну, она уж теперь, конечно же, не актуальна. Теперь актуальна у нас будет где-то вот эта локальная поддержка. Опять-таки, разброс у нас получается довольно-таки далеким. То есть монета растет очень быстро, так что более такую 4-часовую поддержку она будет как раз таки здесь. То есть, опять-таки, монета очень хорошо откупается. Даже, вот смотрите, третье касание, да, оно было с небольшим ложным пробоем, но, тем не менее, откупили очень бодро. То есть, ожидать ее где-то здесь, да, снова... Ну, не знаю, то есть она либо очень сильно улетит и образует новую поддержку, либо уже пробьет ее и будет какая-то консолидация. Вот именно на этой консолидации интересно будет подобрать данную монету. То есть когда она вот так вот пойдет в проторговку, к примеру, как здесь, да, либо же образует вымпел, как здесь, либо же падающий клин, как здесь. То есть, ребят, не лезьте, да, там в хайповые монеты, которые очень сильно на слуху, да, если опять-таки нет сетапа. То есть нет сетапа, лучше подождите образования, потому что многие пишут, типа, блин, зайти в соло или не зайти. То есть, ну, друзья, заходите, но опять-таки при наличии сетапа. То есть сейчас заходите, ну, как бы стоп очень далекий, то есть это где-то в районе 135. Заходить где-то здесь на 140, да, окей, если торгуете, стоп, соответственно, был коротким. Либо же где-нибудь здесь, да, когда у нас образовался как раз пробой и дальнейший поход вверх. И как раз таки не могу не задеть
сказать про доминацию. Почему я сейчас говорю то, что будьте осторожны? Потому что доминация у нас приближается к лою. То есть лой у нас находится на уровне 39,6%. То есть как мы там дойдем, да, будет как раз таки ретест еще и пробитого, да, то есть это вот где-то район 39. То есть если мы пойдем сюда и будет довольно-таки очень сильный отскок, то это будет большой, друзья, все-таки слив рынка. То есть слив очень большой, да, либо же при пробое 43. Но ждать и надеяться, что будет слив, да, я, конечно же, не намерен. Я сам торгую альту, лонгую, то есть надеяться, что будет там слив рынка, шортить, да, восходящее движение, ну, как бы смысла нет. Но, опять-таки, следую, так сказать, приглядеться, да, то есть там поставить уведомление, как я сейчас в принципе ставлю, да, прям при вас, то что если будет поход на эти уровни, чтобы быть, так скажем, наготове перевернуться, да, либо же опять-таки зафиксировать лонг позиции, если особенно будет пробой этого уровня сопротивления, да, то потенциально я вижу, что может быть здесь такое вот двойное дно и уже довольно-таки хороший поход наверх. Вот как раз таки зона сопротивления основная, район 55, да, 57%. То есть опять-таки у нас сейчас сентябрь, да, время фиксации, то есть могут как раз таки зафиксироваться, и фонды как раз таки тоже могут пойти вниз. Кстати, насчет фондов, да, S&P 500, ну, S&P 500 на самом деле сейчас выглядит довольно-таки бодренько, у нас образовался флаг, то есть мы находимся во флаге, то есть если у нас посмотреть как на фигуру продолжения тренда, то мы опять-таки пойдем обновлять хаи. Либо если же нет, да, то пойдем опять-таки вниз, но 4 часа у нас довольно-таки хорошая поддержка, то есть не знаю, пробьют ли сразу, да, но я бы, наверное, смотрел на снижение S&P, да, если только мы уйдем ниже там 45-20 пунктов. Пока же это все-таки похоже на long stop. Даже если посмотреть на дневку, да, она у нас все-таки смотрит больше наверх, да, то есть продолжение тренда вверх, то есть плюс еще пробитое сопротивление, которое на данный момент служит как раз и поддержкой. На этом, друзья, у меня все. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие активы вам наиболее интересны, что вы сейчас торгуете, да, и в какой позиции вы находитесь. Всем пока!